Приписные крестьяне. Рабство на заводах и фабриках Российской империи. По мере усиления России, ее вхождения в орбиту мировой политики, властям стало очевидно, сколь глубоко экономическое отставание от ведущих стран, на место которых метил каждый из правящих кругов страны. Экономика требовала рывок, укрупнения, заводы и фабрики, на которых трудились бы тысячи мастеров, изготавливая оружие и ценные вещи. Ничего этого не было в России. Аграрная, глубоко провинциальная страна имела слабую ресурсную базу, только в Подмосковье и Карелии были месторождения ценных металлов. Иное дело Урал, но он был далеко, и осваивать его только предстояло. Преобразования Петра Великого коренным образом изменили экономический и народнохозяйственный облик Урала, превратив его в новый промышленный центр. Решение крупных внешнеполитических задач требовало создания серьезной промышленной базы, в первую очередь металлургической, способной обеспечить нужды армии и флота. Старые районы металлургии, Аланецкий и Центральный, имели слабую рудную и топливную базы, ввиду чего не могли справиться с этими задачами. Урал же обладал большими и более доступными запасами железной руды, месторождения которой залегали неглубоко. Более того, эта руда отличалась большим содержанием железа и лучшими технологическими качествами. Император принял вызов, а его преемники, хотя и с неохотой, но продолжили дело. Геологоразведкой занимались приглашенные из бесконечно воюющей Германии рудознатцы, затем из той же Германии или Швеции выписывались мастера рудных дел, которые оценивали породу и могли наладить производство. Оставалось найти рабочих. Если в Европе довольно много людей уже проживало в городах, имело мастеровые навыки и нанимались на заводы, то в России ресурсом могли быть только крестьяне, не имевшие ничего, кроме рук и здоровья. Местные народы Урала, башкиры и калмыки, вели кочевой образ жизни и не могли стоять у раскаленных и грязных печных топок. Очевидным стало то, что все попытки затащить их на завод с помощью заработной платы или угрозы физической расправы провалились. Постоянные восстания степных народов еще больше укореняли веру властей в то, что русский крестьянин единственный, кто выдержит такой вид труда. Собственно, решение Петр принял традиционное. Крестьянские права еще больше урезались, а их труд теперь мог быть применен там, где начальство укажет. Теперь вдобавок ко всему, что было ранее, и к подушной подати, крепостные должны были давать еще и рекрутов, а также работать на уральских мануфактурах, строить верфи, города, форты. Так появились приписные и посессионные крестьяне, которые вместо сельскохозяйственного труда стали работать на мануфактурах. Отличие было в том, что посессионные, то есть частные мануфактуры, получали от государства заказ на исполнение, например, оружие для Демидовых, также оно снабжало бизнес крестьянскими массами, которых содержали за счет казны. Как правило, население окрестных деревень приписывалось к заводу и так становилось трудовым ресурсом. Его владелец завода не мог продать, обменять или проиграть в карты. Это была государева собственность, вернее мог, но вместе со всем предприятием сразу. Приписные крестьяне сразу же приписывались к государственному заводу и вместо крестьянских податей трудились на предприятиях страны. Над ними имел власть и прежний помещик, и новый хозяин мануфактуры. Приписным жилось хуже. Их часто грабили и наказывали хозяева предприятий. В ответ люди бунтовали и часто оказывались либо убитыми в ходе подавления, либо сосланными в Сибирь. Основными местами задействования таких крестьян были горные районы – Урал, Алтайский край, а также месторождения соли, угля и прочего. Условия работы были жуткими, отчего смертность и побеги были колоссальными. В ответ власти применили ряд законов, по которым на завод отправлялось все население, имевшее малую благонадежность и обреченное навечно остаться там. В 1722 году Петр, во избежание остановки в работах, повелел не возвращать с заводов учеников и работников, которые окажутся беглыми помещичьими людьми. 7 января 1736 года всем, которые при издании указа находились на заводах в качестве мастеровых,
а не чернорабочих, велено было остаться при них вечно, с тем, чтобы заводчики заплатили за них тем, кому они раньше принадлежали. И после 1736 года неоднократно повторялись аналогичные указы о беглых на заводах. Отдавались на заводы также подлые и неимущие люди из купечества, разночинцы, публичные женщины, иногда нищие. Масштабы были колоссальными. Из ведомости, составленной Ландратом Муравьевым, о количестве крестьян, приписанных Колонецким Петровским заводам, и о порядке выполнения ими заводских повинностей. А всего ко всем заводам приписано 8295 дворов, считая в каждом по 4 души, итого 33 180 душ. А по свидетельству генералитета, показанных приписных крестьян, по ревизии 1718 года оказалось 48 244 души. Разработками руководили иностранцы, в том числе имевшие своих медиков, которым приходилось оказывать помощь нуждающимся по всему Уралу. Это было вынужденной мерой, так как суровые климатические условия соединялись еще и с примитивным трудом на заводе, оставлявшим людей без здоровья за считанные месяцы. Иностранец Вейдель, оказавшийся в Екатеринбургском госпитале в 1733 году, ярко написал о труде и болезнях на далеком северном Конжаковском руднике. Люди почти все лето работают в шубах, кроме июля, лед и снег продолжается, работники простужаются, болеют и умирают, а никаких медикаментов и лекарей нет. Разумеется, на каждом этапе были поборы и бардак. Людей заставляли работать больше срока, деньги платили редко, а часто и прежний помещик требовал уплаты крепостных податей, как ни в чем не бывало. Все взрослые мужчины были обязаны отрабатывать на предприятии 2 или 4 недели, хотя на практике этот срок был гораздо больше, взамен чего заводчики оплачивали их обязанности, тягло, государству. Только за работу, выполненную сверх этих обязанностей, им платили деньгами. Размер этой зарплаты был меньше, чем у вольнонаемных. Переход приписных от своего дома до завода, иногда на расстояние до 600 километров, не оплачивался. Наконец, приписные крестьяне, чтобы содержать себя, свои семьи и других работников, продолжали в свободное от заводских дел время заниматься землепашеством. Конечно же, люди бежали или симулировали болезни, освобождавшие от работ. Но это быстро стало явным. При анализе прошений рабочих и мастеровых людей, просящих об отпуске по состоянию здоровья, Обербергамт составлял медицинские рекомендации. Например, 8 июля 1731 года из Пермского Бергамта за подписью Гордеева в Екатеринбург было отправлено доношение о падучей болезни горного ученика Юшкова. За 2 года до этого в заводские конторы разослали специальный указ, как свидетельствовать таких больных. Ежели падучую болезнь примет и падет на землю, в то время разжечь железо и тем горячим железом приложить к пите, и ежели не услышит, то подлинно падучую болезнь имеет. А ежели услышит притворная болезнь, отмечает Копырина. Сеть заводов быстро росла, и им требовались тысячи крестьян, которых массово приписывали к предприятиям. От услуг иностранцев пытались отказаться, так как они стоили как годовой труд сотен крепостных. Активно привлекались военнопленные из Европы, а также раскольники разных конфессий, которым было выгодно работать подальше от центральной власти, которая также хранила в таких случаях нейтралитет. Ужесточение эксплуатации простых крестьян Центральной России привело к их бегству на Урал, где они попадали в руки вербовщиков и пополняли ряды принудительных работников мануфактур. Законодательно было разрешено оставлять при заводах беглых крестьян, если те осваивали заводскую профессию. Как раз в категории беглых приписные крестьяне нашли способ выполнять и помещичьи подати, и заводскую норму. Они перенанимали беглых вместо себя. Пока те работали в цеху, крестьянин хлопотал по хозяйству дома. Татищев попытался искоренить принудительный труд и заменить его вольным, но потерпел фиаско. Беглые предпочитали жить возле заводов в землянках, но устраиваться туда добровольно не хотели, перебиваясь случайными заработками и не платя налогов. Что получилось в итоге?
Принуждение к труду разрушило сельское хозяйство, так как мужчинам было просто некогда им заниматься. Буйным цветом цвело насилие и коррупция. Уйти с завода было невозможно, а денег крестьянам старались не платить при каждом случае. Постоянно были восстания и бунты, и царские власти тогда лишались поставок столько нужного оружия, что было куда чувствительнее крестьянских восстаний. Правительство шло на уступки медленно, но верно. Восстание Пугачева ускорило процесс. Приписные поддержали бунтовщиков, дали им оружие и мортиры. В апогее Пугачевского восстания, февраль 1774 года, 64 из 129 уральских заводов с более чем 40 тысяч приписных крестьян перешли на сторону самозванца. Да, восставших истребила армия, но ущерб экономике был нанесен чудовищный. Екатерина и двор поняли, что следующее восстание может стать более успешным, и стали активно смягчать гнет. Повысили зарплаты, строго регламентировали длительность работ. И последние годы царствования Екатерины восстания прекратились. 20 ноября 1800 года император Павел подписал указ об укомплектовании горных заводов непременными мастеровыми. Суть новации заключалась в попытке прекратить принудительный набор, приписку крестьян в качестве мастеровых на казенные и частновладельческие заводы, покончив с одной из самых позорных практик русского крепостничества. При этом последняя приписка крестьян годов должна была проводиться по выбору самих крестьянских обществ. Мастеровые отныне ограждались от принудительного набора в армию, им устанавливался твердый годовой оклад, а аварийные работы должны были оплачиваться вдвое. Шаг был еще более прогрессивным, но после убийства Павла практика приписки к заводам крестьян, хоть и в более узких пределах, но продолжалась. Росла и эксплуатация трудового элемента. 27 апреля 1841 года были расстреляны приписные к Ревдинскому заводу Демидовых, крестьяне-углежоги, бросившие работу с требованием распространения на них норм, установленных на государственных горных заводах. С другой стороны, сверхэксплуатация населения была характерной чертой капитализма и в Европе, но в России она носила сословный характер, который упорно не желали менять сверху. Из дневниковых записей декабриста Тургенева за лето 1819 года. «Я ужаснулся, увидев женщин, которые носят на лице печальные следы или распутства, или неосторожности. Все жалуются, и подлинно нельзя не жаловаться. Многие из девок не выдаются замуж, потому что фабрика требует их работы. Работа фабричная изнуряет людей. Мальчиков и девочек бьют, когда учат. Заглядывал в избы крестьян, как они живут, из людей, так живущих, надобно получать большой доход, чтобы самому жить гораздо лучше». Накануне реформы 1861 года в стране числилось около 186 тысяч дворов посессионных крестьян, в том числе при горных заводах 163 тысячи, а также 87 тысяч дворов вотчинных. Крестьянская реформа ликвидировала прослойку горных крестьян в России, как и прочих категорий, принудительно трудящихся на мануфактурах империи. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.